Друзья, добрый день. Такой пасмурный у нас сегодня денечек. Появлюсь в кадре. Стоим напротив Думской башни. С часами только что пробило 14:00. По левую от вас руку большой гостиный двор. Я сейчас пытаюсь включить на часах трекер, чтобы записать сегодняшнюю прогулку. Вроде поехала. Сегодня пасмурно, сегодня ветрено, поэтому буду с этим микрофоном. Не стопроцентное, да, погружение в окружение города и звуков, но тем не менее. И смотрите, какая сегодняшняя у нас цель прогулки, или наш сегодняшний маршрут. Из названия немножко понятно, в описании к видео тоже есть какие-то точки, через которые мы пройдем, ну и там приложена ссылка на Яндекс.Карту маршрута. И сейчас я вам еще включу карту, по которой мы сейчас пойдем, чтобы имелось представление. Идея простая. Когда приезжаете в Петербург, не всегда понимаем, как и куда идти, что посмотреть, что относительно чего, где находится, далеко ли, близко ли, и вообще стоит ли идти. И вот такой у нас сегодня маршрут будет. Достаточно долгий, длинный, порядка 12 километров, может быть даже побольше, если будем плутать. И по времени более 2 часов, даже скорее 2,5 часа. На весь этот маршрут. Как мы видим сейчас на станции метро Гостиный двор, и пойдем по часовой стрелке как-то петлять. Как у нас это получится или нет, я не знаю. Нет, знаю, у нас это получится. Что у нас и когда не получалось? Всегда все получалось. Главное настойчивость и слабоумие и отвага. Что ж, стартанем, не будем откладывать. Хочется закончить маршрут засветло, потому что и так в пасмурную погоду вот эти сумерки, они и так-то непривлекательны, потому что еще не сразу фонари включают. Так, скажите меня. Так, всем добрый день, хорошей прогулки, всем привет, маршрут супер, всем здравствуйте. Так, понимаю, что меня, значит, слышно, было видно. Идемте по маршруту. Как можно понять, маршрутов таких не один. И понятно, что они ни в каком словаре, не знаю, справочнике таких маршрутов нет. Это все выдумывается самими. Но чтобы вам меньше думалось, вот, пожалуйста, маленькая шпаргалка. Будем загодя перед основным туристическим сезоном ходить на разведку. Таких маршрутов не один. Но я вот выбрал не самый короткий, не самый простой. Простота-то его заключается в продолжительности. Но я так себе наметил план, нашел несколько маршрутов. Есть и пешеходные маршруты, есть и велосипедные, кстати. Они гораздо больше, продолжительней. Но вопросики, удобны ли. Потому что транспортная среда в части велосипедов в городе не очень развита. Но пытаются, по крайней мере. Все петли. Ну, у нас будет одна большая петля. Здесь сворачиваем на улицу Садовую. Пройдемся вдоль Гостиного двора по Садовой. Ну, сразу спойлеры или не спойлеры, не знаю.
вот всеми этими маршрутами, ну не этими маршрутами, да, а везде мы уже ходили. В той или иной плоскости, в той или иной направлении. Мы вот тут и у Гостинки ходили, да, и по Ломоносово улице ходили, и там по Васильевскому острову, и по Петропавловской крепости, и мы ходили до Авроры. Не помню, вот по Троицкому мосту ходили мы или нет. Все, мы это дело пройдем. Давайте в галерею Гостиного двора свернем, пройдемся по этой замечательной, красивейшей улице под крышей. С вами поделюсь, и может быть вы тоже сами со мной поделитесь своими мыслями. Давеча, как сегодняшней ночью, комментарий был такой, мол, что за стримеры такие в Петербургах, которые не могут молча ходить и молча показывать город. Мол, вот там в Японии есть, я их называю тихоходами, это уже от меня ремарка. Человек пишет, что вот, мол, в Японии ходит и молча, красиво показывает город. Вот почему вы в Петербурге так не делаете? Или он не ко мне это обращается, а какой-то такой вопрос в воздух, мол, почему тут так не делают? Ну и вопрос-то к вам, как вы относитесь? А вот тот трехэтажный домик, в нем жил Крылов, сейчас там хотел Крылов, и тот, который басни писал, и переулок Крылова заодно. Здесь у нас поблизости переулок выходит, сейчас вы сами поймете, куда. Увидим. Вот это желтое здание в конце переулка, это у нас Александринка. Прямо на площадь Островского выходит. Вот, собственно, я же канал, когда начинал вот это все ходить, прогулки бродить по Петербургу, так и было. Я ничего не говорил, я молча. Вот первая прогулка как раз была по улице Садовой, самое первое видео. Я молча шел, по-моему, до Сенной, на Сенной закончил. А это сейчас прямой эфир идет. Вот прогулки по Петербургу. Сейчас 23 человека смотрят. Только начал, люди подключаются. Это... На YouTube. Да. Так, вот. Мои целевая аудитория расширяется до, походу, первоклашек. По левую руку у нас здание, один из дворцов, шикарнейших, красивейших. До последнего времени в нем находилось Суворовское училище, но ввиду того, что, как мне сказали, внутренние помещения... Канал как называется? Откройте Питер. Да. Вот. В общем, Суворовское училище. Молодые суворовцы. Здание шикарное, красивейшее. Вечером в темное время суток красивейшая подсветка. Но вот, как мне сказали, внутренние помещения пришли в какой-то чудовищный вид. Упадок, лепнина, штукатурка, потолок, все обваливалось. Ну и суворовцев отсюда выселили, перевели в какое-то другое здание, а сейчас оно, видимо, пустует, возможно, реставрируется, не могу сказать. Вот, вернемся к моей мысли о том, что надо ли говорить во время прогулок, или лучше молчать, глупости в эфир не выдавать. Да, мне уже на каждом стриме какой-нибудь
Вон, вот обогнал меня, у него уже на телефоне включен наш стрим. Помаши это, передай привет. Помаши это в камеру и привет передай. И сейчас себя увидишь. Да. Ну, там задержка идет, но это... Так, сворачиваем на улицу Ломоносова. Улица у нас не коротенькая, она у нас начинается там где-то далеко на 5 углах и заканчивается, уперевшись в канал Грибоедова. Дядя Коля желает всем прекрасного настроения, отличной прогулки. Ну вот я, дядя Коль, тоже считаю, что... Как считаю? Видел я эти видео прогулок по Японии. В Японии настолько для нас, для нашего глаза уникальная архитектура, даже вот простых каких-то деревушек, но вот эти вот крыши, да, эти падоги, или как они правильно называются. Ну, любому европейцу уникальная архитектура Японии, она интересна. Тут даже, опять же, ну и что, он там будет по-японски вещать, я ничего не пойму, правильно? У него интернациональный контент. Он ходит молча, снимает. И это все дело красивенько смотрится. Так, мы дошли к перинным рядам. Улица Думская. Но вот эта линия у гостиных дворов называлась перинные ряды. Как можем из названия, слева у нас здание Думы, вот это розоватое здание, а справа гостиный двор, перинные ряды. Здесь перинами торговали с этой стороны, а здесь были склады. До последнего времени здесь были одни алкобары. Вот все, что по левую руку, даже с сохранившимися историческими дверьми. Вот это шикарнейшие, как по мне. Ну, опять же, тут шикарного мало, но шикарность заключается в историчности. Или вот эти вот засовы, да, на двери. Это же уникальная вещь, которой очень много лет, более 100. Смею представить, предположить. Какие-то, конечно, пролеты уже заменены на пластиковые двери. Да, вот еще один подписчик, так и растет наша армия прогульщиков. Кто только что подключился, не дай бог, пропустил начало стрима, там, где я говорил анонс, вообще планы наши на сегодня, включу еще раз, мы пойдем вот по этому маршруту. По этой карте начали от гостиного двора и идем против часовой, отставить, по часовой стрелке. По часовой, соответственно, сейчас вывернем к Казанскому собору. Ну и там как-то к Исаакию, опять по набережной, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского, Биржевой мост, опять Петропавловская крепость. Не совсем так, но дойдем до Авроры, сделаем петлю, вернемся на Троицкий мост, Марсово поле, опять Садовая улица и закончим у гостиных дворов. Примерно 12 километров, примерно 2,5 часа. На все закладываем, но это вам такая подсказка для планирования собственных
маршрутов прогулок по Петербургу. Чтоб вам не думалось. Выходя здесь на канал Грибоедова, мы попадаем к студенческому месту. Слева вот уже виднеются крылатые львы и здание Санкт-Петербургского государственного экономического университета, некогда попросту и до сих пор называемое в народе ФИНЭК. Да, это была просто финансово-экономическая, экономический, что так, ФИНЭК, колледж, что ли, или что? А в бар зайдем. Нет, на Думской уже бары не работают. Только вот люди любят пекарня. Сеть пекарен. Ой, как прекрасно наблюдать канал Грибоедова. Здесь наконец-то отреставрированные фасады. Очень в плачевном виде они находились последние годы. Очень большое спасибо властям города. Вот напротив еще дом, да, у нас в чехле, как кто-то назвал. Что, скоро и этот чехол снимут. Перед нами покажется, проявится шикарный Петербург. Погодка сегодня где-то плюс 8. Ветрено, ну так условно рука терпит. Хотя что я тут это терплю? Подождите, дайте я перчатку, можно, пожалуйста, одену, а то у меня вот тут я голой рукой несу. Не так, чтобы холодно, но зачем это провоцировать, да? Дедушку Мороза. А завтра вот уже по прогнозу плюс 2 и солнечно, точнее ясно. Было бы голубое небо, но было бы холодно. А зачем я вас буду обманывать? Вы же обязательно приедете в Петербург, будет дождь, будет пасмурно, и вы скажете, что вы тут этот фотошоп нам показали. Это как вот прошлое видео было с невероятно синим голубым небом. И кто-то там успел спросить, типа, а как так получилось, что такое шикарное небо удалось заснять. Ох, смотрите, тут у нас немножко уровень воды в реках и каналах поднялся. Сейчас вам приближу в фотокамеру. Видите, ступеньки уходят прямо под воду. А в обычное время там площадка над водой. Но смело могу сказать, наверное, сантиметров на 30-40 уровень воды в канале Грибоедова выше обычного. Нагнало ветром с залива воды в Неву, ну и, соответственно, поднялся уровень во всех реках и каналах. Ох, не соврать бы, наверное, не совру, все-таки синий мост, самый ведь у нас широкий. Просто вот этот туннель под водой на канале Грибоедова достаточно длинный и низкий, что самое страшное. Так, обернемся, еще раз посмотрим на ФИНЭК. Мост у нас называется Казанский. Впереди Дом книги, здание Зингера, этой американской швейной компании по производству швейных машинок. Ну и там вдалеке легендарный Спас на Крови. К Спасу не пойдем, у нас по маршруту сейчас немножко надо пройти по Невскому. Скорее всего, сейчас до Мойки дойдем.
туда. Пройдемся по набережной Мойки. Курсируют в Петербурге вот такие двухэтажные туристические автобусы, маршруты. Один из плюсов таких маршрутов в том, что вы можете... они делают остановки в определенных местах, и вы можете выйти, погулять. Автобус уедет, естественно, по маршруту дальше, а вы можете в следующий опять сесть и поехать дальше. Как точно там действует в одних сутках этот билет действует или на двое суток, я не знаю. Гуглите, ищите сами, возможно, условия меняются. Я вам просто озвучил, что есть такой вариант. Гибкий, то есть вас не привязывает к одному автобусу, и вы там бегом не бежите с языком на плече. Вы можете это все дело спокойно выйти у Казанского того же собора, походить вокруг, посмотреть, зайти перекусить в ту же трапезную. По-моему, на Крипто у них называется, слева. Вот если на Казанский собор смотрим, слева будете обходить, там есть монастырское кафе Крипто. Трапезная, не кафе, трапезная, да, правильно. Так, налево что у нас? Налево у нас уходит улица Казанская. Мы пока движемся по Невскому. Справа там у нас была сначала улица... Ой, я их всегда все путаю. Конюшенная, которая... Там большая, малая конюшена существует. И я всегда путаю, где большая, где малая. Я не знаю, как от этого избавиться. К сожалению. Так, скажите, как меня вообще слышно? Сейчас немножко поближе микрофон к роту. Да, наверное, пешеходная была это малая конюшенная, скорее всего. Так, открою карту. Что, врать-то, да? Дезинформировать. Или, как говорит Юрий, консультант нашего канала, гнать пургу. Так, что-то я... Карта меня малая конюшенная. Да, малая конюшенная пешеходная была. А вот это у нас большая конюшенная, господи. На большой конюшенной из достопримечательностей это Ленинградский дом торговли, это Пышечная, легендарная, театр эстрады имени Райкина. А вот это вот здание с куполом и портиком таким с колоннами, это дом голландской церкви. Голландской. Да, сегодня я, кстати, оделся гораздо теплее, прагматичней. Так что не переживайте, и вам желаю одеваться всегда по погоде, но и иногда с запасиком. Петербург непредсказуем.
Погоды у нас меняются очень часто, в течение дня даже. Слышно нормально, хорошо, спасибо. Невский проспект, дом 17. Здесь у нас находится Государственный русский музей. Или что это за вывеска? Строгановский, ну да, Строгановский дворец. Все мы понимаем, и наверняка каждый слышал эту фамилию Строгановых. Как минимум понимаем, что непростые люди. Ну и вот можно сюда зайти во двор дворца Строгановых. Дворец большой, относится сейчас к Русскому музею, экспозиции и залы. Сейчас как раз там горит свет, видны картины, шикарные люстры, не менее шикарные въездные ворота у конюшен с такими левами, выполненными из дерева, резными. Когда-то здесь, в Строгановском дворце, располагался музей шоколада. Это такое чисто коммерческая история была. Вот. Уехали они, слава богу, отсюда. Ну, под музеем шоколада понималось просто какой-то магазин, и все. Ты заходишь, смотришь, и на каждом выставочном образце есть ценник. Ну, какой это музей? Ну что, это вы что, в Дикси зайдете, это что, музей у вас продовольственных товаров? Ну вот и музей шоколада такой же был. Просто магазин. Ничего страшного, зато на Сбер донат прилетает без каких-либо комиссий. Ни с вашей, ни с моей стороны. В полном объеме. Тоже неплохо. Кстати, спасибо, что напомнили за донаты. Хотелось бы выразить отдельное спасибо и благодарность Александру из Мурманска. Он вне эфира очень хорошо задонатил. Прямо, можно сказать, на 2 больших кружки кофе. А может быть и на кружку с круассаном. На Cloud Tipsy прилетело. Там ссылочки все в описании есть. Итак, мы подошли к речке Мойке, к Зеленому мосту. И сейчас пройдемся от Зеленого, сначала до Красного моста, ну а там и Синий недалеко будет. Здесь, если через Donat Alerts донатки кидать, то донаты свыше 400 рублей автоматически озвучиваются системой. Кстати, звук-то я не включил. Здесь звук включил, громкость прибавил. Ну и что я звук включил? У меня микрофон висит на мне, который звук не даст вывести. В общем, все донаты буду озвучивать лично. Что же мы из интересного проходим здесь? По набережной реки Мойки. Это, конечно же, слева у нас очередной дворец. Парадные ворота.
РГПУ имени Герцена. Дворец Разумовского. Когда-то в этом дворце был сиротский институт, но вот сироты превратились в учителей. РГПУ имени Герцена, основан в 1797 году. Пожалуйста. Перед дворцом стоит памятник, можно подумать, что Герцену, но нет, товарищу Ушинскому. Спасибо за прямой эфир, пожалуйста. Спасибо, что смотрите. Уже у нас виднеется Красный мост. Напомню, что через реку Мойку было 4 цветных моста. Ну, мосты-то все на месте, просто один из уже перекрашен и переименован. Было 4 цветных моста: желтый, зеленый, красный и синий. В таком порядке по ходу течения. Вот желтого уже нет. Желтый, ну сколько я понимаю и помню, желтый переименован в Певческий. Это совсем рядом с Дворцовой площадью. Имеет вид сейчас, цвет зеленый, так как находится рядом с капеллой мост Певческий. Всем привет, Суперкэт, говорит. Там вот за оградой видно группка студентов, видимо, фотографируются. Возможно, на экскурсии были. Может, так на память. Первочки. Чтобы потом кто-то через 4, кто-то через 6 лет, не знаю, как там сейчас, болонская система, или вернулись обратно к специалитету, к 5-летнему. Гарри Фер Дмитрий, вы меня смущаете. Не надо так. Из достопримечательностей здесь, у Красного моста, это, естественно, вот это здание со шпилем. Торговый дом Эсдерс и Схейфальс назывался. Швейная фабрика имени Володарского в советское время. Скажем так, я назову это некой преемственностью поколений, да, исторических. То есть торговый дом, который в принципе специализировался на продаже одежды, на швейные мастерские здесь были. То есть вам костюмчик пошьют прямо по вам. Добрый день, Роман, говорит нам Евгения. Добрый день. Пасмурный добрый день.
Шикарнейшее здание в стиле модерн. Тут и ручки в стиле модерн, и вообще тут все, вот все. Ой, тут уже и двери-то нам сами открываются, приглашая вовнутрь. Но нет, мы не пойдем. Можно прочитать историю здания 1907 года. Дом так и назывался, у Красного моста. Все прозаично, все просто. Что выдумывать, да? Красный мост и у Красного моста. Магазин у Красного моста. Вот мы видим здесь на первом этаже, над первым этажом надпись. Так, Дмитрий спрашивает, куда сегодня, куда чего. Весь маршрут есть в описании и в названии. Если коротко, то идем по кругу. Начали от гостиного двора. Гостиным двором мы закончим. И у нас план маршрут сегодня на 12 километров. Даю подсказки, наводки, чем себя занять и как себя выгулить в Петербурге, дабы не праздно шататься по Невскому туда-сюда, а зацепить какие-то знаковые архитектурные объекты, так назову, посмотреть город своими ногами. Вот так скажу, своими ногами, да. Это я уже 3-й раз повторяю, поэтому думаю, достаточно. Движемся вдоль мойки уже к Синему мосту. В принципе, я думаю, вы видите Синий мост. Это у нас говорит о том, что мы подходим к Исаакиевской площади. Власти обещают в очередной раз прямо на Синем мосту организовать нам очередной сад. Летом было в катках выставлено очень много растений, но и зимой опять елочки, гирлянды, всякие объекты новогодние. Все будет очень красиво в ночное время, в темное время суток. А темное время суток будет у нас почти всегда. Это вот такая, конечно, такой минус, что ты на работу идешь по темноте и с работы возвращаешься. Ты вообще белого света не видишь. Ну, там после описания есть еще ссылка на Яндекс.Карты с маршрутом, так что все подготовил заранее. Скорее всего, от маршрута, конечно же, отступать будем, но основная мысль останется неизменной. Да, будет несколько таких прогулок, я думаю, у нас план капкан, отлично. По именно вот прогулочным маршрутам в Петербурге. Сегодня у нас маршрут не самый простой, опять же говорил, простота его заключается в продолжительности. Не очень у нас будет короткий, поэтому посложнее. Вышли уже на Исаакиевскую площадь. Ну вот, я добрый всегда расскажу, и получается, что вы этим пользуетесь. Серая серь, говорит нам Дмитрий в Нижнем Новгороде. Ну, я чувствую, у нас такая серая серь над всей европейской частью России. Памятник Николаю Первому. Подойти к нему тоже можно.
Даже давайте это сделаем, в принципе. Не то чтобы понаглеем, но я думаю, нас за это сильно не накажут. Я тут пытаюсь сейчас высмотреть гаишников. Не вижу, по крайней мере. Ладно, сильно нарушать не буду. Сильно так, в меру. Здание ЗАГС собрания, законодательного собрания у нас с флагами. Тут же Майбах разворачивается. А все почему? Да потому что здесь вот по левую руку у нас какая-то супер понтовая гостишка. Так, кто-то у нас подписался. В Москве солнечно, сейчас тепло плюс 10. Ничего себе. Вот у нас завтра будет солнечно, но плюс 2 в прогнозе. Так, сейчас кто не понял, я пытаюсь плюс-минус по правилам обойти площадь так, чтобы оказаться у памятника Николаю Первому. Ибо там есть что показать в целом из интересного. Пока идем, гостиница Астория, отличительная такая не архитектурная, господи, черта его, это вот по первому этажу вот эти вот окна с арками, они с такими красными, ой, не знаю как правильно, балдахин, не балдахин, что это, вот козырьки такие красные. В любую погоду легко опознаваемые. Царь у нас сидит на коне, а конь стоит всего лишь на 2 точках опоры, все мы это знаем. Сложная инженерная задумка, ее исполнение было. А я что хотел показать. Здесь вокруг есть барельефы. Так, вот этот барельеф, что происходит на нем, я не помню. Хочу показать события на Сенной площади. Здесь она недалеко. Если у нас пойти как раз вот по тому переулочку, прямо там немножко петлянуть, то окажемся на Сенной площади. Так вот, с этой стороны, то есть если мы смотрим на Исаакиевский собор, то слева на памятнике, под памятником, такой барельеф, где Николай I в карете, перед ним народ на коленях стоит. Но это опять же тут легенды, уже не проверишь, было оно так или не было, но якобы как раз когда был чумной бунт в Санкт-Петербурге, царь приехал, принародно выпил стакан воды из Невы, тем самым доказав, что никакая в Неве вода не отравленная и не холерная, не чумная, что все нормально. Ну и тут народ поверил царю, пал на колени, и чумной бунт прекратился. Шикарный вид у нас, конечно, с колоннады Исаакиевского собора. Всем рекомендую, если не на первый этаж, не в сам собор сходить на экскурсию, то хотя бы поднимитесь на колоннаду. Выберите, пожалуйста, такое время, когда нет дождя и не сильно ветрено, потому что там уже на высоте будет сдувать и поддувать. И сходите, посмотрите округу именно с этой точки.
Так, добрый день, привет всем из Омска. Было сообщение, пропустил. Так, переходим в Большую Морскую. Пойдем слева от этого сквера. Тут у нас оккупировали голуби, вездесущие и вездесрущие. Ну такие уж голуби, ну что я поделаю. Коричневое здание, облицовано коричневым камнем. Некогда было консульством Германии до революции. На этом пьедестале были кони. Кони сейчас у нас находятся, по-моему, внутри здания. Сейчас там главное управление, ну не знаю, как правильно, в общем, стек там сидит. Таможня, судя флагом. Левее от гостиницы Астория вторая гостиница Англитер. Да, слушайте, это я шутка-юмор, как бы. Любая обувь водонепроницаемая, но теплая нужна. А почему бы не валенки с галошами? Видите, тут уже под Новый год начали украшать город потихоньку. Готовятся уже у нас с самого начала ноября. Потихоньку, помаленьку. Очень хочется верить, что в этом году город подготовил что-то новое из украшений. Но это верить хочется. Конечно, есть стойкое ощущение и наитие такое, что город в очередной раз будет украшен тем же самым, что в прошлом, позапрошлом и позапрошлом году. Но, ребята, нужно верить в чудеса, как говорится, да? Знаешь, шикарнейшие такие здания с таким куполом стеклянным. Вай, мама. Знаете, про валенки с калошами это актуально, когда начнет идти первый снег такой, плюс-минус не сильно тающий, но под ногами будет гача. Я это называю гачей. Когда у тебя очень сильно сдобренный снег всяческими солями, и он начинает мгновенно таять, и ты это все своими ногами и ногами соседей по тротуару начинаете месить, это становится ужасно. Деревья, которые еще некоторые зеленые. Ну, слушайте, я тут зеленых-то сильно не вижу. Еще желтые есть. Где-то лист почему-то держится до сих пор. Ну, потому что у нас еще отрицательные температуры не устоялись в городе. Поэтому какие-то деревья еще плюс-минус держатся. Например, нет, стоять, что-то мы тут поддались общей панике, рванули на красный. Что же это может быть? Только лишь манеж. Манеж для выездки лошадей. Манежей в Петербурге было много. Один из них здесь.
Там у нас как раз здание Адмиралтейства, мы мимо него пройдем. Ну и, соответственно, Адмиралтейский проспект. Я вот не знаю, какая зима будет в Петербурге в этом году, и никто не знает, даже сами синоптики не угадывают. Как-то, знаете, бывает все с точностью до наоборот, как говорится. Но как-то будет как будет. Года 4 или 5 лет назад вот такая была зима, что я в шапке даже и не ходил. Мне хватало капюшона. И, в принципе, так всю зиму. Снега почти не было. Все сразу или таяло, или просто шел дождь. Прошлая зима плюс-минус как-то поморозила и бросила. О, кстати, здесь в прошлый раз мы тут у Исаакия в этом Александровском саду пробегали, я влево здесь свернул. Сейчас вот пойдем чуть-чуть правее и пройдем мимо дуба Александра II. Якобы чуть ли не Александр II его сам посадил. Вот здесь у нас за заборчиком дубец. Дуб Александра II. Можно сказать, ровесник. Такой дуб не большущий, конечно, потому что тут, сами понимаем, сколько тут годиков-то немного прошло, но раскидистый. На месте этого сада, сейчас мы уже видим деревья, вот это все. Сад достаточно молодой. Когда-то на этом месте была площадь. Наверное, еще до конца 19 века это был просто площадь была. Не могу сказать, земляная она была или брусчаткой выложена, как дворцовая. Но от дворцовой вплоть до здесь, до сюда. Ой, там что-то какие-то с мигалками. Росгвардия что-то едет опять. Наводит тревогу такие кортежи. На этой площади проводились смотры, парады. Конечно, каждый царь свое придумывал, да. Когда-то было парады на Марсовом поле принимались, когда-то здесь, на месте Александровского сада, когда-то на Дворцовой площади при Николае II в шахматы играли живыми фигурами. Ну, прям вот люди-человеки. Конь, так это конь был. Есть фотографии. Сейчас подходим со спины к Медному всаднику. Туристов почти нет. Ну, конечно. Какие уже туристы? Погоды уже далеко не те. Вообще, на самом деле, гулять с удовольствием гулять вообще не располагают эти погоды. Так, вот у людей там тоже по плану какому-то ходят. Говорят, Спас на Крови только остался. Видимо, для посещения у них.
Вот эта часть газона когда-то тоже была площадью. Слева у нас было здание, сейчас здесь находится Конституционный суд Российской Федерации. Когда-то был Сенат, и площадь называлась Сенатской. Не здесь ли судили, могу врать, вот этих декабристов, товарищей? Да, заговор, конечно, был великий. Петру Первому, Екатерина II. Лето 1782. Ой. Да, вышел на набережную и сразу же меня начало сдувать. Сейчас пройдем мимо Адмиралтейства. И даже знаете как, а знаете где. Мы пройдем не мимо Адмиралтейства, мы сейчас пойдем. Вот я, конечно, разрываюсь, хочется и так, но хочется вам показать. Не знаю, опять же, проверим, как будет вам интересно, потому что, в принципе, панораму здесь все и так видели. Все понимаем, да, там Зеленый дворец Петра II. Это внук Петра I. Красное здание 12 коллегий. Кунсткамера, там, да, стрелка. Вот на стрелку мы сейчас выйдем. А по правую руку у нас будет, конечно же, Адмиралтейство. Но Адмиралтейство, надо понимать, оно же вот не все вдоль. И что это такое было когда-то? А было не что иное, как верфь. Верфь. Набережной дороги здесь вдоль Невы не было. Объект был стратегический. Вокруг него были рвы, какие-то укрепления. Защищалась от, не дай бог, врага. Ну и само здание Адмиралтейства, оно выстроено в виде буквы П. Если вы посмотрите на карту, буква П такая у нас получается, и П. Вот. И своими ногами она как раз вот выступает, нижней частью буквы П выступает на набережную. А внутренняя часть этой буквы П, это как раз была верфь. Было вырыто, была вода, строили фрегаты деревянные, все. Потом, все мы знаем, у нас верфь Адмиралтейства переехала на Новую Голландию, а там далее уже переехала петербургские верфи, что за Коломной, ну и основная верфь, крупногабаритная, я обзову так ее, переехала на остров Кронштадт. Точнее, не на остров Кронштадт, господи. Остров-то по-другому называется, город Кронштадт. А территория, которая внутри, она была засыпана и впоследствии отдана под застройку. Предполагалось, что застройка будет типовой, по какому-то одному проекту. Но случилось так, как обычно у нас в России случается. Земля была очень дорогой. Ну, в этом месте. Тут Зимний дворец, прямо вот один из, да, Зимних дворцов. В общем, рядышком. Земля не могла стоить дешево. Была, естественно, дорогущей. И эту землю выкупили далеко не бедные люди, соответственно. И строить по какому-то одному проекту они не хотели. И здесь дома были выстроены каждый по-своему.
И это жилые дома сейчас. Тут есть один из дворцов, сейчас там впереди будет княжеских, по мужской линии один из князей Романовых, который вовсе-то как бы и не жил в нем. Сейчас я посмотрю, забыл, как звали его. Ты-ты-ты-ты. Михаил Михайлович. Вот. Дворец великого князя Михаила Михайловича. Начал строить, когда еще был холостой. Сразу с заделом там для будущей жены. Но, по-моему, так и в этом дворце они и не жили толком. Все по Европам ездили. Внутри Адмиралтейства Черноморский переулок, по которому мы идем. Но вот это здание как раз, вот, не знаю, с каким цветом-то, коричневым, первым-вторым этажом. Это как раз дворец Михаила Михайловича. И таким переходом он соединяется как это было-то, господи, подскажите. В общем, технические помещения здесь были. Служебный дом, вот, все правильно. Служебный дом. Постройка на 1884-87 года. Понятно, что это конец уже 19 века. Прогрессивные нравы. Далеко неверные жены и мужья. Дворец интересен тем, что он выходит своей лицевой частью, ну, как бы, не знаю, парадной, на переулок, а не на набережную. Была слева мужская часть мужья, была женская часть жены. Ну, так спроектировано было. В середине залы для балов, приемов и всего-всего-всего. Вот не знаю, как бы сейчас там на экскурсию можно ли сходить? Не знаю. В общем, этот участок застроился. Дорогой, не двигай. Через дорогу у нас Царь-Плотник, памятник Петру. Открытый, по-моему, еще чуть ли не... Могу соврать, сейчас подсмотрю. Вот мы идем, вот этот дом желтенький, это жилой дом обыкновенный. Квартиры продаются, пожалуйста. Царь-Плотник. Ты-ты-ты-ты. Странно, тут какая-то ерунда написана, но не буду ее озвучивать. Одно из таких более-менее свежих построек здесь на набережной, здесь в Адмиралтействе, это школа. Это школа. Конечно, красивая с этой стороны, школа сталинских времен. С противоположной стороны, с Черноморского переулка, она просто силикатным кирпичом, она никак не отделана. Ну и вот вторая нога буквы П, Адмиралтейство. Левая часть. Набережная, спуск со львами. Львов нет до сих пор. Львы все лето на реставрациях. И до сих пор
Так, я думаю, мы здесь, Невский, ну как Невский, здесь дорогу перейдем и пойдем по правой стороне Дворцового моста, дабы нам оказаться сразу на стрелке, чтобы там нам по зебрам этим всем не бегать. Постоим здесь, сейчас подождем. Так, я, кажется... А нет, не потерял. Рукавичку потерял в карманах. Сейчас-то мы повернем сразу на Дворцовый мост. Пойдем туда. Но вы, конечно же, можете выйти на Дворцовую площадь, погулять там. Александровская колонна. И все-все-все. Цены, может, не упали. Странно, вообще, на самом деле, вне сезон цены падают. Гостиниц у нас очень много, поэтому конкуренция у них достаточно большая. И в сезон вы просто не найдете, где остановиться. Хотя нет, что я вру. Найдете, да, ну то есть это будет, например, не так близко, как бы вам хотелось там от каких-то объектов. Но в целом всегда найти можно. Другой вопрос, что сейчас найти проще. Та же самая гостиница Санкт-Петербург. Вот мы когда дойдем до Авроры, там через мост будет гостиница Санкт-Петербург. Рекомендую с точки зрения отличнейшего вида. Ну там уже будем. Но я сейчас ее отсюда вижу, но вам, наверное, далековато, мелковато, не видно. Там ближе будем, я скажу. Но гостиница, правда, вид отличный, если вам повезет, что номер будет на Неву. Может не повезти, и номер будет с окном во двор. Это нехорошо. Дворцовый мост. Выходим. На шикарную акваторию Невы. Там у нас следующий Троицкий мост. Ну и здесь Дворцовая набережная, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова. Самый, что ни на есть, центровой центр. Кто со мной не согласен, не соглашайтесь. Я спорить даже не буду. Сейчас идем по тому пролету моста, который поднимается, разводится. Надо обязательно показать. У нас каждый мост уникален. На каждом перильном ограждении свои вот эти истории. Здесь у нас не обошло вниманием советское правительство. И на Дворцовом мосте мы видим колоски, признаки социализма. Не знаю, как это еще назвать.
кого дома вдруг по какой-то причине завалялась где-нибудь бумажная 50-рублевая банкнота, сейчас можете ее быстренько найти, достать. Запомнить, куда жили. Ну и обязательно взять с собой, когда поедете в Петербург. Почему? Да потому что на 50-рублевке там Питер. И изображено здание биржи и растральные колонны. И изображены они именно вот с этого лаганул, ладно, все вернулось. Изображена 50-рублевка, там вот растральная колонна и здание биржи. Рыбин, здесь вас никто не держит. Если вам режет слух, уходите. Я прямо говорю, я вот с этим, я словени буду коверкать как хочу. И вас спрашивать не собираюсь. Можете обижаться как дети, можете уходить. Вот. Тот самый вид, как мы знаем, как мы помним. Ну и в принципе, если вы сейчас найдете 50-рублевку, можем сравнить. Здесь я сейчас делаю техническую паузу. Сейчас я пауэрбанк достану. Температура уже холодная воздуха. И батарейка очень быстро садится на телефоне. От греха подальше надо пауэрбанк подключить к нашей прогулке. Тоже, блин, учители нашли. Блин. Вам здесь нету, не урок русского. Ну, уходить мерзко. Не я первый начал, так что получайте ответочку, вот и все. Обижалки с нами не остаются. Так, шаман, знакомый маршрут, да. Ну как маршрут? Тут же все вариация на тему, да? Хотим так идем, хотим сяк, а кто-то и вовсе не знает. Поэтому мы будем в помощь. Ой, да, давайте так сделаем. Что-то я уже второй раз здесь, даже третий раз иду по низу. Хочу чего показать. И сейчас спустимся и вернемся обратно наверх. Когда-то, когда еще не был... Ну, там одна колонна, ну да. На месте это приветствие по-индийски. Намасте. А когда-то, когда еще не работала дамба, вода могла подниматься здесь прямо до шара. То есть, вы понимаете, вот уровень сейчас моих глаз
что вода, насколько здесь в Неве у нас могла легко подняться. Ну, чаще это было, конечно, по весне, но все самые шикарные наводнения в Петербурге были по осени. Это когда не половодье было, а когда сильный ветер с залива гнал воду в Неву за счет того, что залив достаточно мелкий, то есть большой объем воды очень быстро заходил в Неву, и Нева выходила из берегов достаточно сильно, обильно и непредсказуемо, очень за короткое время. Добрый день из Краснодара. Добрый день в Краснодар. Говорят, у вас и до Краснодара уже минусы дошли. По крайней мере, ночью иней наблюдается. Ой, как забавно подстригли деревья. Ровно. И 2 шарика оставили. И с этой стороны тоже шарик один оставили. Да. Все большие наводнения были в 24 году. Но вот мы ждем, вот ноябрь у нас на календаре. Будет ли? Ну, вроде все сделали для того, чтобы не было. Поэтому... Добрый день, только что подписалась. Люблю Петербург. Спасибо за подписку. С Петербургом это всегда взаимно. Если вы любите Петербург, Петербург вас тоже будет любить. Градусов у нас сегодня плюс 8, по крайней мере, когда я выходил из дома. Плюс 8. В Новый год на этом месте будет елка стоять на стрелке. Опа! Аноним 200 рублей я тут пропустил. Прошу прощения. Стрелка Васильевского острова написано. Биржа. Южный Пакгаус. Слева Кунсткамера. Справа у нас северный Пакгаус. Таможня. Здание таможни. Вот то здание, получается, с башенкой. Здание таможни. Таможенный гостиный двор. Дальше там по набережной у нас Макарова. Так, а во дворе там Баржевой гостиный двор. И слева музейный Файзель. Ну и там уже по самому дальнему это 12 коллегий. 12 коллегий. И тут еще что-то у нас осталось. Академия наук. Да, слева от Кунсткамеры Академия наук. И тут даже еще тоже все подписано по ободку. Благо не унитаза. Так, здесь находился крупнейший центр внешней торговли Российской империи. Реконструкция на 1830-е годы. Познавательно. Ладно, рад за Краснодар, рад. Двигаемся дальше, идем на Биржевой мост. Военно-морской музей переехал в новое здание, рядом с Новой Голландией. Шикарнейшие экспозиции, громаднейшие объемы. Все идем туда. А внутри биржи теперь
будут экспозиции, принадлежащие Эрмитажу. Вот вся реставрация, которая сейчас уже внешне заканчивается, это большое спасибо Эрмитажу. Реставрация биржи идет сейчас на деньги Эрмитажа, специалистами Эрмитажа, ну и там будут экспозиции. Понятно, что не какие-нибудь исключительно Карлы Брюловы, но и экспозиции, посвященные бирже. Как будет, мы посмотрим. Я очень жду, очень хочу оказаться внутри. Ну, слушайте, спрашиваете, да, стоит ли прилететь в Петербург на Новый год, на новогоднюю неделю? Да. А почему бы и да? Город будет украшен не весь, Невский как минимум. Московский проспект будет украшен обильно. На Дворцовой площади красота будет. Если есть возможность, желание, то надо ехать. Другой вопрос, какие у вас альтернативы. Но раз в жизни, почему бы и да. Так, да, Дмитрий про растральные колонны говорит. Это действительно было для навигации. Факелы были раньше масляные. Их зажигали в туман и по ночам там при навигации. В целом не просто для красоты, а вместе с какой-то праздностью, да, вот с величием, и была чисто утилитарная цель, которая использовалась. Это раньше, раньше они не по праздникам. Это сейчас колонны переведены на газ, и они по праздникам зажигаются, но для навигации они не используются. Зачем? Сейчас уже все по приборам ходят, а не по свету маяков. Ну, маяки-то нужны тоже. Но сейчас растральные колонны поджигаются ради красоты. А тогда, да, как в туман еще можно было стрелку обозначить. Там слева вдалеке за этими кранами виднеется Лахта-центр, наша Кукурузина. И она настолько высока, или небо сегодня настолько низко, что ее макушку не видно, она в облака упирается. Так, альтернативно Красная Поляна. Ну, и много ли вы там на Красной Поляне дел наделаете? Тут же вообще, знаете, про торговые корабли такая история. Я же уже упомянул, Финский залив, он мелкий. Вот от Кронштадта до Петербурга очень мелкий. Впоследствии был прорыт Петровский канал.
Даже если на картах сейчас как-нибудь там в снимках со спутника посмотреть, его даже видно. Такой прямой. Короче, прям вот под водой прорыли канал, чтобы углубить именно фарватер. Для того, чтобы суда проходили прямо до Петербурга, до Васильевского острова. Ну и какая схема-то была до того, как этот канал Петровский был прорыт? Крупнотоннажные, обзову их так, суда доходили до Кронштадта, там с них все выгружалось, перегружалось на более мелкие суда, и вот эти уже мелкие суденышки приходили сюда на биржу, на таможенный контроль, если это были заграничные суда, заграничные товары. И товарищ Путилов еще до революции как раз тут и для нужд Путиловского завода, и так как он был инженером, он разрабатывал как раз дноуглубительные машины, канал был прорыт. Кстати, да, вот тут у нас есть новый пешеходный туннельчик, практически под биржевым мостом. Открыт прям недавно. Так, говорите, на Красной Поляне хотя бы как минимум снег есть. Да, это меня всегда так забавляло, что в Сочах ты можешь у моря гулять среди пальм и тут же подняться на Красную Поляну, оказаться среди снегов. Это, конечно, для нас, равнинных жителей, какая-то дикость. Здесь мы оказались в историческом районе Макуши. Каждый раз не забываю, не устаю это повторять. Макруши. По названию когда-то здесь протекавшие речки. Здесь же у нас находится на Петроградке та самая котельня, которую ласково прозвал Виктор Цой Камчатка. Она у нас немножко левее, оказывается, нашего сейчас маршрута, поэтому мы туда не пойдем. Сейчас пройдемся через опять Петропавловскую крепость. Уже засветло, кстати, да. Мы прошлую прогулку или позапрошлую, я уже все, у меня все смешалось с люди-кони. В одну из прошлых прогулок там я как раз вам показывал, где люди играют в городки бесплатно, все для этого есть, биты, сами бруски, из которых вот городки строятся. Уже было темно. Но вот сейчас мы Новый год без снега не Новый год. Ну, да. Я вот как-то приехал в Калининград на Новый год. И для меня был дикий диссонанс, когда я уезжал из минус 31 и сугробы по пояс, и прилетаю в Калининград. Там плюс 10, зеленая трава. Я на Новый год прилетел. Для меня это, конечно, тоже дикость. Новый год без снега — это вот, не Новый год. Я все-таки с севера. И снег для меня — это какая-то норма. Причем даже в Петербурге
снег, не снег. Я не понимаю, когда... До сих пор не понимаю, когда у тебя на дороге у тебя нет снега, от того, что просто он там солью засыпан, и вот это все. В моем детстве всегда столько много снега и никакой соли, что просто дорога наезженная, укатанная, белоснежная. И как-то это все без слякоти, без соли, да, без вот коррозии на автомашинах. Энди, спасибо, да. Мои прогнозы были, что у нас на этот круг уйдет около 2,5 часов. Так что проверим. Стартанули мы ровно в 2. Ну вот куда, да, не глянь, везде у нас виды. Виды имеем. Родом оттуда. Вчера общались, показывали видосики. Зимний, осенний, летний. Это 3 разных Петербурга, каждый нравится свой. Согласен, согласен. Я вам могу сказать, что у нас и в течение дня Петербург может стать и зимним, и весенним, и летним. Абсолютно. Вот тоже, на самом деле, вы про туристов говорите, что почти не видно, уже там не сезон. И, с одной стороны, может показаться плюсом, что нет туристов, да, что вроде поспокойнее, посвободнее. Но так, наверное, в музеях. Если вы там соберетесь в тот же Эрмитаж, то вы обязательно наткнетесь на какую-нибудь чудо-очередь в 3 загиба. Что не есть хорошо, что не есть удобно, да. Но вот зимой, вот в такой не сезон, да, тут строят временный мост, как мы выяснили в прошлую прогулку, собираются ремонтировать этот деревянный бревенчатый мост, ну и временно строят здесь. Уже я вижу, железобетонный, наверное, будет. Такой железный как минимум, бетоном, может, сверху покладут. Что там, как? Уши не режет? Мало лишь кто туда ходит. Подвисаем. Тут, видимо, глушилки работают. Вот, может быть, но это не точно. Нет, сейчас смотрю. Если что-то будет совсем плохо, я вот тут мониторю количество людей сейчас на стриме. У нас 102 человека. Это прекрасно. И смотрю, сколько битрейт отдает программа. Вроде нормально, но вот если замечу, что что-то будет какие-то понижения, то я быстренько стрим перезапущу. Обычно это помогает от подвисаний. Ой, слева, что мы там видим? Это кирпичное замечательное здание Кронверк Петропавловской крепости. А сейчас в нем находится музей артиллерии. Опять же, всем, кто любит или планирует любить играть в солдатиков и войнушку, для посещения рекомендуется.
Это точно в этом году был зимой или летом. Эрмитаж, да, у меня сестра там работает, сделала проходку без очереди. Хо-хо-хо. Так пройти-то там можно. Вы понимаете, в Эрмитаж есть несколько входов. Я, наверное, могу там отдельное видео записать вообще, как попасть в Эрмитаж без проблем. Вот, опять же, это будет в одном случае зависеть от кошелька, в другом случае от вашей хитрожопости и наглости. Ну и третий, просто надо знать, где есть входы, где есть кассы, где можно записаться и просто подойти ко времени. Ну а можно просто брать Эрмитаж нахрапом, одной большой очередью. Такое себе. Мы можем пройти вдоль, не заходя внутрь Петропавловской крепости, можем пройти вдоль набережной по этой стороне, оказаться на втором мосту, который здесь, или мосте, или мосте, кому там как. Смотрите, там в эпилептических припадках-то нет. Аккуратней. Но мы пройдем сейчас через крепость. Пройду, знаете как? Не как в прошлый раз. Привет из Минска. Отлично. Как там у вас в Минске погода нонче? Так, смотрите, тут какие-то есть экспозиции. Петербургский модерн. И уже я говорил на прошлом стриме, вот в этом здании музей денег. Денежков. Все, конечно, при поддержке Санкт-Петербургского монетного двора. Музей денег шикарнейший, недорогой, интерактивный. Планируете, что вы там проведете часа 2. Мне часа не хватило, я пришел почти под закрытие, час до закрытия был, думаю, успею. И ни шиша, я там бегом. Как давно вы живете в Питере, откуда вы? Что настоятельно рекомендуете посещению парниша, который не ограничен в бюджете и ненавидит очереди? Слушайте, это вот переводите свои миллионы на мои счета, и я вам все расскажу. Если вы не ограничены. Ой, господи. Господин хороший, я не экскурсовод. Я сильно рекомендовать что-то не могу. Я вот показываю город таким, каким вижу сам. Денег много, конечно, бежим, тратим их в индивидуальные экскурсии по Эрмитажу. Идем, покупаем места в царские ложи в Михайловском театре, в Александринском. Идем в Мариинку. Кричим коньяк за мой счет в буфете между антрактами. И всякое такое. Дом коменданта. Сейчас это музей истории Санкт-Петербурга. Идем тоже туда. Настоятельно рекомендую, кстати, вот этот музей посетить. Тоже здесь какие-то музейчики такие мелковатые, но они есть. Музей пыток. Сибирский левша. Миниатюры тут одного из художников. Ну и сейчас вас хочу подвести. Тоже одна из локаций здесь на Петропавловской крепости музейных. Это бастион Трубецкого, бывшая политическая турма. Ну, как политическая турма для политзаключенных.
Добро пожаловать в IT. Да, сейчас айтишники могут себе позволить. Сейчас товарищи все в IT, все в IT уходит, все бизнесы так или иначе на IT завязаны, и в IT много денежек крутится. Айтишники, особенно программисты, люди творческие, ранимые. Их все холят, лелеют, попки подтирают. Правда? Ох, тут спор начинается, что я в IT с 92 года. Вот IT в 92 году и в 2022 это, по-моему, не просто две большие разницы, как говорят у нас на привозе, а это разница. Вот у нас тюрьма Трубецкого бастиона, гласит надпись над вторым этажом. Так, Роман, посмотрите билеты авиа в Северном ветре. Не знаю, я смотрел билеты, и мне, чтобы в одну сторону туда-сюда слетать на Новый год, это вынь да положь, ну, как минимум 20-ку. А если с учетом того, что я полечу не один, это, конечно, не то пальто. Я, кстати, зимой, когда мы гуляли, я, по-моему, захаживал сюда, по крайней мере, там, где кассы, заглядывали. Сходите. Вот чем заняться или что посмотреть на Петропавловской крепости или в Петропавловской крепости, это сам собор, если у вас там это хватит. Я больше этот собор воспринимаю как некое кладбище, уж извините, ибо там много гробов и саркофагов. Это музей в доме коменданта, и это вот хороший музей в бастионе Трубецкого. Глушилки от дронов. Возможно. Время у нас 15:45. Пушка каждый день, независимо от погоды, событий, ровно в 12 дает залп, который слышен во всей округе и дальше, и далее. Тут кафе открылось, не было. Так, прочитаем тут табличку. Петропавловская крепость, Куртина Екатерининская, 1703-1710-27 года, архитектор Трезини, потом 79-85 года, все 18 века, и 19 век, 70-90 года. Это все годы там постройки, реставрации, переделки или еще чего-то. Как раз вот здесь у нас за отдельную денежку можно подняться на стены Петропавловской крепости, но сейчас бессмысленно, вот вообще бессмысленно, потому что с противоположной стороны, которая выходит на Неву, идут реставрационные работы фасадов, и панорамного вида с Петропавловской крепости самой никаких нет. Поэтому как только закончится, тогда рекомендую идти туда
на стены. Сейчас вы только внутренние дворы будете видеть. А пушки, с которых стреляют с 12 дня, они вот они стоят две. Основная и резервная. Чай, кофе пить пойдем. Но на самом деле я бы... Мы же просто гуляем между достижениями. Да, деньги оно такое. Сегодня есть, завтра нет. Завтра ваша профессия, точнее сегодня нужна, завтра не очень. Легкие деньги быстро приходят, также еще быстрее уходят. Да, давайте за деньги говорить не будем. Чужие кошельки с карманами обсуждать не будем. Кафе, наверное, слушайте, я бы, может быть, и зашел, но нет. Но нет. Очень интересно, слушайте, ну просто вот вы знаете, что мы и к выходу там пойдем, там еще одна кафе будет. Раньше их не было, а сейчас, слава богу, организовались. Оцените цены. Тут салат по 250, по 300 рублей, пельмени со сметаной 340, бургер с говяжьей котлетой. Ну, вопросик, конечно, к этому бургеру, насколько он тут не размороженный ли. Вот, борщ, в принципе, цена доступная 240. Ну и кофе, что ну, кофе американо 160, да, флэт white 220. Доступно. Круассан с курицей. Так, звук, проверка звука. Звук. Раз, два, проверка звука. Починил или подчинил? Да, слушайте, ну тут вот все вот это сейчас в лесах, в чехле, как кто-то сказал. Слава богу, облицовку крепости реставрируют, меняют. Потому что сама-то крепость, понятно, кирпичная. И кирпич-то, скорее всего, не самого хорошего качества, потому что обожженный кирпич только, по-моему, чуть ли не с 19 века у нас
начал производиться и использоваться. Невские ворота, 1787 год, были прорублены. Ну и вот здесь по набережной вдоль когда-то можно было прогуливаться, но я думаю, и после реставрации это можно будет. И вот в этом углу у нас место моржовье место. У нас моржи здесь кто-то и всю зиму в солнечную погоду, ну, конечно же, по весне, когда солнце начинает пригревать, вылезают сюда и свои телеса выставляют на всеобщий показ. Так, все, звук починился. Не знаю, что там было. Видимо, эти магнитные бури. Не знаю, я тут вам рассказывал про вот эти все отметки, которые наводнений. 1724, 1924, 1777 год. Тут это 1975 год. Имеется. Так. Да, не будем выходить на центральную аллею здесь. Также пойдем вдоль стен. Еще один музей, история уже Петропавловской крепости. Невская куртина. Это левая сторона относительно Невских ворот. Целый день ходить в зал, вот так вот за тобой. Здесь есть тоже еще один из таких музейных, что ли, объектов. Кстати, можно купить единый билет и ходить по QR-коду без очереди тут. Везде, что ли. 7 объектов на территории Петропавловской крепости. Пожалуйста, вот тут сканируйте QR-коды, заглядывайте. Что здесь интересно такое? Вот тут тоже вход в музей какой-то. Тут у нас кто-то товарищ Шаляпин, видимо. Сейчас, наверное, слышно, нет? Женский голос. Это аудиоэкскурсия, которая там на стенах Петропавловской крепости вещает. То есть вы там ходите и наблюдаете. Да, тут как раз выставка, посвященная Шаляпину. Воспоминания о доме. Но я так понял, она вот находится в этом здании, в одноэтажном. А здесь вот как раз вот только что там с крылечка люди вышли. Как раз один из музейных объектов, ну как бы он интересен, может быть, но он очень короткий. В Петропавловской крепости, как и в любой, наверное, крепости, есть потайные ходы. Есть или были. Ну и вот здесь как раз вход-выход потайной, который можно выйти или зайти в крепость по определенному подземному переходу, который там наружу выходит. Я сейчас здесь этот вход покажу, а когда мы через ворота центральные выйдем, я вам скажу, что вот здесь мы могли выйти. То есть вот написано, что нет входа, потому что это заходим снаружи, проходим через галерею и выходим здесь. Это стоит сколько-то денежков. Тут как бы зарплату вахтеру надо
организовывать. Ну вот так организуют. Музей керамики, кстати, тоже, скорее всего, потому что все мы знаем, что во всех доходных домах до появления центрального отопления все грелись печьми или печками, или печами. Видимо, выход. И вот здесь музей керамики. Практически все, ну я скажу, что все, ну или многие печи в коммунальных квартирах, во всех этих доходных домах, они практически все признаны комиссией памятниками, там, в общем, историческим наследием. И разбирать их нельзя. Они все пересчитаны, переписаны. Если вдруг их там не окажется, вам прилетит ай-яй-яй в каком-то денежном эквиваленте. Так, Василий Иванов, добрый день. Да, добрый. До Петербургского ангела дойдем, спрашиваете вы. Вы какого ангела имеете в виду? Потому что у нас петербургский вот ангел, который ангел-хранитель, у нас прямо над нами, на шпиле Петропавловской крепости, в виде флюгера, пожалуйста. Если вы имеете в виду про того ангела, что в ротах, так, пожалуйста, прошлое видео на канале рота Измайловского полка. Я там до него дохожу. Сегодня у нас маршрут кольцевой, прогулочный. Я показываю вам, как можно погулять по Петербургу, имея в запасе немного дней. У нас прогулка на 2,5 часа примерно рассчитана, может быть и будет подольше. Так вот, смотрите, вот там вот вход. Как раз вы там заходите и по туннелю под землей там проходите и выходите с той стороны внутри крепости. То есть, когда тут все атакуют ворота, пытаясь попасть внутрь крепости, ну так предполагалось, видимо. На самом деле крепость ни в какой войне ни разу не участвовала и прямого своего предназначения не испытывала. Скажу так, извините меня. Вот. Но задел был такой. То есть, если что, как-то прошмыгнуть слева, сбоку, справа при закрытых воротах или выскочить оттуда, ну, как-то, возможно, предполагалось. А здесь, вот где сейчас у нас брусчатка, когда-то был ров, который соединялся с проливом, там, ну, в общем, какой Кронверский пролив, там, Кронверский канал, и соединялся с Невой. И здесь когда-то был мост. То же самое было с противоположной стороны. Вот, смотрите, здесь есть гравюрка. Так, что был за состав? Так, сейчас скажу. Вот гравюрка как раз. Мы вот на этом месте сейчас находимся, на месте цифры 36. И здесь была вода, был ров, мост. И с противоположной стороны было абсолютно то же самое. Вот, мы сейчас с вами зашли через ворота, здесь обозначенные цифрой 17. Прошли через площадь, Монетный двор, цифра 23. Вот. Прошли здесь до бастиона Трубецкого, где турма сейчас. В центре это у них, по-моему, баня стоит. Вот. А зашли на площадь, на остров, где-то здесь, в этом области был мост. Прошли вдоль, сюда-сюда, прошли вдоль стен внутри. Этот подземный переход, который внаружи идет, он здесь цифра 9. Что у нас цифра 9 написано? Паттерна, да, подземная паттерна здесь. Вот. И вот здесь, где вода, мы стоим на суше сейчас. Так,
Алексей спрашивает, что за состав был тогда в метро. Это, да, я сторис выкладывал и в Телеграм в группе вопрос спрашивал, что это такое. Это исторический состав. Я что-то не досчитал, там то ли 3 было вагона, то ли 4. Нашел статью в газете «Метро» еще 2015 года, то, что к 60-летию метрополитена там 15 ноября, по-моему, был пущен исторический состав, который, конечно, уже снят, но это тот самый первый состав метрополитена, в метрополитене, который ходил годы. Двигался от станции метро Автово до площади Восстания. Это самая первая линия метрополитена в Петербурге. И вот, видимо, он до сих пор существует. Видимо, до сих пор на нем можно прокатиться. Кто-то мне писал, что он ходит только по ночам. Но кто ночью... Понятно, что там какие-то работы проводятся. Но, в общем, тут вот у нас прямо днем, посреди бела дня, шел состав между обыкновенными пассажирскими составами, исторический, музейный. Не знаю, как это еще обозвать. Привет из Самары. Да, привет. Ванс. Так, еще аноним, еще 500 рубликов. Привет из Мурманска. Так, не Александр ли это? Из Мурманска. Если это вы, донатик на Cloud Tips от вас прилетел. Большое спасибо. Отдельное. Вот то, что я вам могу сказать про тот сторис из метрополитена. Остров у нас, на котором находится Петропавловская крепость, называется остров Заячий. Тут у нас на столбике тоже заяц сидит. Все в него кидают деньгами. По крайней мере, пытаются здесь на бревнышке закинуть монетку так, чтобы она осталась. Ну и якобы ваше желание должно сбыться при совпадении этих двух событий. Ну, во-первых, кинуть в сторону зайца, а во-вторых, чтобы еще и монета где-то там задержалась. Сами понимаете, что вокруг этого столба дофига монет на дне лежит. Ну и предприимчивые петербуржцы, обладающие мощными неодимовыми магнитами, занимаются здесь совсем не рыбалкой. Вот тут школьные группы туристов, возможно, не школьные, а даже уже студенческие, хотя школа ЛО, старшие классы. Нет, до Кочегарских Цоя мы не дойдем. Мы уже, во-первых, уже прошли. Во-вторых, у нас маршрут абсолютно не такой. Я в самом начале озвучивал цель нашего маршрута. В описании все есть. Так что идем. У нас был какой-то план, и мы его придерживаемся. Сейчас уже получается, что идем в направлении Авроры. Так, и вот здесь, наверное, хочется, а может быть и не очень, но зацепить домик Петра. Ну и я хотел по Куйбышево пройти. Нет, давайте все-таки зацепим домик Петра. Так как мы по набережной
Петровской уже ходили, пусть и в ночах, но по набережной не пойдем. Я там немножко дворами пройду, Выедемовским. А так, давайте звук. Звук изменен. Настройки изменены. У меня аж яблоко поперек горла встало. Ой. Водички бы или слюней подкопить. Так, про вертолетную прогулку. Это вы имеете в виду на Петропавловской крепости. Ой. Яблоко застряло. Вот это я жадный. На Петропавловской крепости мы там, кстати, проходили. То место взлетной посадки вертолета. Оно все есть. Я, по крайней мере, летом не один раз видел, как... Не единожды. Видел, как взлетает вертолет, пролетает над Невой, спускается до залива, делает там разворот, поднимается обратно вверх, летит вдоль Невы до Большеохтинского моста, по-моему. На Большеохтинском мосту разворачивается и возвращается сюда, к Петропавловской крепости. Это все удовольствие буквально длится 10-15 минут вместе со взлетом и посадкой. Ценник, да, 5 000. Да, там одного вас не повезут. Летает советский Ми, пассажирский вертолет Ми. Ми сколько, не знаю. Не разбираюсь. Ну вот примерно 20... Вот мне что-то запомнится минут 15 вместе со взлетом и посадкой.
То есть вы 10 минут летите, а минут 5 это взлетаете и приземляетесь. Так, слева это жилой дом, там квартирки. Здесь у нас, сейчас перейдем, узнаем. Ой, что-то я на зебру перейду. Просто я не знаю, что такое ростро. ЛЕН-НИИ проект. Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству. Наверное, это значок трудового знамени. Частная территория, вход ограничен. Ничего себе. Ничего себе. Ой, а тут что у нас за азбука вдруг? Что бы это ни значило. Ну-ка, может тут написано «Путь Петра». Ага, «Путь Петра». Кстати, смотрите. Тоже один из маршрутов, пожалуйста. От Нахимовского училища, от Авроры по Петровской набережной, вокруг домика Петра, через сквер, который мы прошли. Тын-тын-тын-тын. А что у нас 11? Непонятно. Какой-то маршрут, пожалуйста. Это орден, а не значок. Любой каприз за ваши деньги. Скажите орден, будет орден. Если для вас это так важно, я не против. Тут, кстати, даже дом вот этот уникальный своей. Так, тут у нас вывеска памяти политкоторжан, живших в этом доме и погибших в годы сталинских репрессий. А дом, ну их же не свозили сюда специально сначала. Так, сейчас я хочу проверить. Ну, так дом политкоторжан и называется. Политкоторжан. Тут же у нас дворец великого князя Николая Николаевича. Это не того ли дяди Николая II. Что у нас тут во дворе интересное. Собираю пазлы. Ну, видите, вы гуляете, и тут что-то можно почитать, с чем-то ознакомиться, пожалуйста. Обрел свой дом. Петр у камина с женою. Политкоторжан, да, такой он как треугольником сделан. Но он архитектурно еще интересен. И вот здесь на углу как раз дом великого князя Николая Николаевича. Так, это, видимо, у нас кунсткамера. Это все, вот эти объекты, которые здесь вдоль этой дорожки, это к тому маршруту, который я вам сразу показал, вот там где буквы были, путь Петра, так называемый. Нет, нет, нет.
музей политической истории, Петропавловская крепость, домик Петра. Навигация тут нам помогает. Тут что-то связанное с Азовской крепостью. Так, а здесь у нас стрелецкий бунт. Угу. Ну и, конечно, можно почитать все. Восполнить пробелы в знаниях истории. Ну да, конструктивизм — это что там, 20-30-е годы у нас, получается, довоенные. А, не, вот этот с колоннами. Это как раз особняк великого... Так, Тостаногов. Как раз режиссер, художественный руководитель, именем которого у нас сейчас назван Большой драматический театр имени Тостаногова. Да, и вот этот дом трехэтажный, это особняк великого князя Николая Николаевича. Ну слушайте, вот там какой-то просто зеленый тополь стоит. Вот он что-то, тополь долго держится, и тополь, по-моему, даже не желтеет. У него листья просто отваливаются и все, чернеют. А вот кирпичный — это тот самый домик Петра. Но домик Петра внутри. Это у нас киндер-сюрприз. Это скорлупа от него. Сам домик деревянный. Сейчас посмотрим, сколько стоит билет. Я вам скажу. Касса, билеты. Так, читаем. Ой, для взрослых у нас 800 рублей, для студентов 500. Для взрослых, так, стоимость входных билетов. Не понимаю. 800-то для туристов, что ли, получается. Вот. Ну и у нас там в центре просто деревянный дом. Бревенчатый. Достаточно из тонкого бревна сделан. И по легенде, то ли его срубили с нуля там за пару дней. Домик Петра Первого построен на 1703 год. Каменный футляр сооружен в 1844 году. Охраняется государством. Вот мы наблюдаем этот каменный футляр. Так вот, по одной версии, его срубили там за несколько дней быстренько матросы. А по второй легенде, это был просто разобран дом где-то здесь неподалеку, поблизости. И за одну ночь, за одни сутки, что ночью-то, кто ночью собирать будет в темноте. И за один день был просто разобран, перевезен сюда и собран для Петра. И все. Все просто. Как оно там было, было и было. Вот здесь я сейчас по набережной не пойду. Немножко сейчас дадим во дворы. И уже у Авроры развернемся и пройдем по набережной здесь. В обратную сторону. В летнем саду, летний дом Петра Первого, да, давно уже отреставрирован, давно открыт. Можно сходить посетить.
художнику Андрею Андреевичу Мыльникову. Кто его знал? Мыльникова? Я не знал. Так. Закрыт. Тут уникальный, конечно, вот этот дом тоже советского времени. Как правильно называется? Дом военморов. Военморов. Но по-простому, если своим языком, то дом построен для верхушки военно-морского флота, для руководства. В этом доме жил член-корреспондент Академии наук СССР контр-адмирал Петр Федорович Попкович, гласит мемориальная досочка. Конечно же, во дворах успели натыкать в начале 2000-х вот такие теремки. Это, правда, как из сказки «Теремок», когда какие-то нагромождения всего и вся вдруг. Ну, наверняка это здание школы. В 50-е годы таких много строилось по Советскому Союзу. Ну, по крайней мере, для Петербурга такая типовая школа. Здесь, в этом здании, находится кирпичным государственная инспекция по маломерным судам. Ну а сейчас вот по этой улице проходим, у нас по правую руку это голубое здание. Это все имеет отношение к Нахимовскому училищу. И основное вот здание там со шпилем выглядывает, Нахимовское. И это голубое. И кирпичное слева. Там у них ледовый дворец, по-моему, сделан. Это все Нахимовское училище. Военное. Так, мы тут уже ходим 2 часа 24 минуты. И мой план преодолеть маршрут за 2,5 часа, конечно, увенчался крахом. Мы за 6 минут, за 5 уже вернуться до гостиного двора не успеем, но и мы тут и ходили, делали остановочки. Шик, стоять. Так, что здесь? Комплекс построек фильтроозонной станции, здание фильтров и отстойников 1910-9 года. Ха-ха-ха. Охраняется государством. Ну, когда-то вот было. Когда-то было. А здесь что такое? Какая-то меточка. Видимо, тут разъезжается щель или нет, но мониторят. Оп, стоять. Ну, а сейчас вот там, что-то я смотрю, боксируют ребята, нахимовцы. В общем, у них
из этого здания сделан спортивный объект. Да, Ледовый дворец и спортивный клуб Паллада. Все при Министерстве обороны, естественно. Ну, слушайте, если мы с вами двинемся как раз вот в ту сторону, вот как-то мы сейчас уже повернем направо и пойдем в обратную сторону, а здесь за Черной речкой, то есть как раз вот берет начало свое Черная речка, это одно из ответвлений Невы, там начнутся у нас уже промышленные районы, конечно, еще дореволюционные, царские арсеналы, да, завод «Арсенал», производство оружия, одно из крупных. Там же у нас на набережной, на Арсенальской набережной, Арсенальной набережной турма Кресты. Так, что-то пахнет хлебом. Прямо дико пахнет свежим хлебушком. Ну а мы вышли к Авроре. Аврора стоит напротив Нахимовского училища. Сейчас мы к ней подойдем ближе, там вот на светофоре перейдем. Немного, да дофига мы выбились из графика. Дофига. Ну, будет как будет. Вот уже темнеет, вот в чем мне не нравится. Я хотел до темноты закончить. Но ничего, будем так вот. Там, кстати, кто-то как будто флаг поднимает целенаправленно. Что это, интересно, там за событие такое? Или это просто так совпало? И люди фотографируются. Ну и очень странно и дико у нас. Вот там как будто Петр ходит в шляпе. Ну как, не настоящий этот, поддельный самозванец. От самозванца слышал. Адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. 1802-1855 года. Так. Тетя так не перейдет. Тете надо помочь. Надо нажимать. Опа! Ну вы бы так и до утра бы стояли. Ну как, вот как Петр или кто здесь имеет отношение к Авроре? Почему он здесь? Какой ужас. Какой ужас. Торгашей нет, кстати, друзья. По-моему, они там на углу есть. Но нет торгашей. Крейсер Аврора. Здравствуйте. Дальше мы там видим у нас выше по течению Литейный мост. Вдалеке виднеется Смольный собор. Такой бело-голубой он там. Ну, конечно, это же символ Ленинграда, поэтому не вернуть Аврорушку
было бы совсем. Да, я, помните, говорил про гостиницу Санкт-Петербург. Вот она здесь у Авроры. И вот все номера, которые выходят сюда на Неву, на акваторию, имеют, понимаете, здесь шикарнейший вид. Прямо на Троицкий мост, а за ним Петропавловская крепость и стрелка Васильевского острова. Летний сад, домик Петра, летний дворец Петра. Ну давайте, у нас прямой эфир. Так, как, горизонтально, вертикально, что как? Так, и на фоне Авроры, да? Давайте. Так, что, с ногами? Все есть. И с палетой. Так, видите, я тут еще подрабатываю фотографом. Спасибо. Стойте, давайте я вас еще приближу, так, чтобы... Так. И на фоне флага. Все, держите, пожалуйста. Как получилось? Спасибо. Сильно не ругайте. Спасибо. А, кстати, Ленин тут и хаживал. Бывало. Но, слушайте, видите, эти все ростовые фигуры в виде царей, князей, Екатерин. Это такая дичь, как по мне, на которую, ну не знаю, она не то чтобы быть не должно, но она есть, чего. Но то, что они потом с вас вымогают бабло, то есть они же фоткаются, типа, сфоткайся со мной, и, типа, ну вот, и рядышком встают вас, обнимая. И только потом вам говорят, что типа, ну давай-ка за фотку, я что-то не случайно как бы хожу. Некрасиво поступает. Так что вот, друзья, я еще, помимо как с прогулками хожу, да, я еще фотографирую. Пожалуйста, обращайтесь. Недорого. За спасибо. Так, у нас, да, еще Александр. Это как раз, наверное, привет из Мурманска был, задонатил. Всем, кто так или иначе помогает мне и каналу, прям поклон до земли. Друзья, у нас сразу, ну, если кому-то чего-то там торопится, дела или еще что-то, у нас сейчас уже максимально обратный путь. Мы идем здесь по Петровской набережной до Троицкого моста. По Троицкому мосту переходим на ту сторону, на материк. Мы же все-таки сейчас на острове. Переходим к Марсову полю. Через Марсово поле по Садовой. Слева у нас будет инженерный замок, справа Михайловский. Возвращаемся к гостиным дворам. К большому гостиному двору. И все, и круг мы сделали. Мы практически все достопримечательности в центре посетили. И вот такая у нас окажется для вас, такой окажется маршрут. Как эпичненько, друзья. Хотели бы, чтобы у вас такие фигуры на доме были. А это все вот для самой-самой верхушки руководства военно-морского флота. Жилье строилось. Квартиры, кстати, продаются. Вот я вижу, там на втором этаже есть реклама на окнах от агентства. Не знаю, не могу ничего сказать. Планировок не видел. Место просто место понтовое. У вас напротив летний сад. Это вот темное пятно вдоль воды. Это у нас летний сад. Уже листья сброшены, конечно же. Виднеется
дворец Петра Первого, летний дворец. Не ошибусь, наверное, сказать, что налево у нас уходит Кутузовская набережная до Литейного моста. Там, ну, даже если ошибусь, в принципе, роли погоды не сыграет. Возможно, она с той стороны. Что-то я да, сомневаюсь. Ладно. Я этим просто хотел подчеркнуть то, что у нас вроде бы Нева идет и идет сама по себе, да? Есть левый берег, есть правый берег, есть набережные, соответственно. И казалось бы, ну, назови это там левой набережной и правой, да, или как во Франции на Сене, да, Ривгош и все, вот вам правый берег Сены, Ривгош и все. Ну, короче. Но у нас тут нет, пошли по другому пути. Набережные, или набережная, поделена на отрезки. Каждый отрезок имеет свое наименование. Ну, в принципе, может быть и хорошо. И, в принципе, ориентироваться проще. Так, ценники там космические. Думаю, на стриме миллиардеров нет. А не, у нас тут есть миллиардер на стриме. У нас есть человек с неограниченным бюджетом. Отзовись. Айтишник. Снова вот домик Петра. Китайские львы в Петербурге. Вертолет, но это не тот вертолет, который на Петропавловской крепости, это какая-то частная авиация. Какой-то двухместный вертолетик. 2Л2. Вот этот Шидза лев. А это... Ага, и тоже Шидза. 1907 год. Доставлены в Петербург. Да, кстати, здесь как-то похуже читается на камне. Я здесь, с вашего позволения и со своего желания, сильно не останавливаюсь, ибо все-таки темнеет. И хочется как можно быстрее до темноты максимально добежать до финиша нашего маршрута по совместительству и старта, ибо маршрут у нас кольцевой. На часах, кстати, я в этот раз не забыл включить трекер. Надеюсь, он запишет полностью и правильно. Будет понятно, сколько шагов, километров мы прошли сегодня. Ну и маршрут, видео я в телеграм-канал выложу наш. Ссылочки уже вы заметили и в чате есть. В отеле Ленинград ценник на номера как Космос в Москве. Нет, слушайте, я не соглашусь. Там можно поймать цены очень хорошие. У меня знакомые как-то приезжали на 23 февраля, останавливались в этой гостинице. Делегация была большая, несколько номеров снимали. Вот, и были номера, которые выходили на Неву. Плюс я не скажу, что дешево было. Нет, но доступно. Те номера, которые окна во двор выходили, конечно, были дешевле. Но мы вот отмечали 23-е прямо там в номере. Виды были шикарнейшие. Был салют на 23 февраля на Петропавловской крепости. Вид на него был шикарный. Вот, поэтому я вот как-то так помню. И от чего и вам рекомендую, что если будет такая возможность, остановитесь в этой гостинице с таким видом. Но опять же, если у вас вот та история, что неограниченный бюджет.
Новый год все мосты в индивидуальной подсветке переливаются. Так, давайте еще раз вам покажу уровень Невы. То есть в обычную погоду, в обычные, когда нет ветра, с залива, мы бы здесь пешочком со ступенек на ступеньки перепрыгнули. Но вот сегодня, видите, ветра нагнало с залива. Не знаю, закрывали ли на дамбе, как это, что там на дамбе закрывают? Шлюзы? Закрыт ли шлюз? Возможно, даже и закрывают. Мы сейчас пойдем по Троицкому мосту. Придется нам идти по этой стороне, без шикарного вида на стрелку, ибо дабы нам, чтобы перейти на ту сторону, надо тут вот целую оббегать, а это много времени. Ну, друзья, это будет факультативно для вас, при великом желании. Но мы пойдем сегодня здесь. Для любителей острых ощущений и желающих посетить Петербург зимой, и вдруг так совпадет, что монограмма. Тут пытаемся понять, что здесь на монограмме изображено. Вот, про острые ощущения и зиму. Если повезет, и вы окажетесь зимой в дикие морозы, когда Нева все-таки будет во льду, рекомендую, как бы не рекомендую, но я сам это проделывал. Было страшно, было под мостами Очкова. Я от стрелки Васильевского острова по льду, под этим мостом и под Литейным, и там на пирсе поднялся, прошел по льду прямо. А страшно-то было именно под мостом, потому что под мостом на льду снега не было, и ты видел вот под ногами, подо льдом какую-то просто черноту непонятную, и настолько прозрачный лед, что казалось, что он тонкий и под тобой проломится, но нет. Удачно я дошел. Но экстрим такой себе. Надо понимать, что очень редко, когда такие морозы, что Нева прям вся во льду, и во льду таком, что во льде. Да, Дмитрий, да, не от вас, я к вам вообще претензий. Там у нас есть помоложе нас айтишник. Ой. Короче, про лед чуть не договорил, то что, во-первых, работают постоянно эти ледоколы, и лед бьют в акватории, по крайней мере, напротив Петропавловской крепости. Так, я включу микрофон, а то шумно. Вот такой звук будет, потому что что-то машин много идет. А вот несколько лет назад настолько были дикие морозы, причем что-то это было чуть ли не в марте. Нева промерзла настолько, что, не знаю, там лед больше метра был. И целые тропы были у стрелки Васильевского острова на Петропавловскую крепость от Эрмитажа. О, смотрите, исторический трамвайчик, Т1 маршрут.
маршрут туристический Т1. На него надо записываться, платить денежку и кататься с экскурсией. Это не обыкновенный маршрут, на который вы можете сесть, такой как 3-й, как 6-й. Очень рекомендую. Под мостами нагревается, да, лед. Ну, в общем, под мостами было страшно. Там трещало надо мной. А течение, на самом деле, здесь в Неве, особенно под мостами, очень сильное и очень быстрое. Унесет, а ты один, и никто не узнает. Найдут тебя весной в заливе. Да что, никто не догадался, что это за монограмма, кому посвящена. Уже зажгли подсветку на набережных, уже на мосту фонари горят, уже и Литейный мост светится. До сих пор прогулки по рекам и каналам. Бедолаги мерзнут. Сейчас, видимо, они уйдут в Фонтанку. Здесь у нас Лебяжья канавка уходит вдоль Марсового поля слева, а справа была еще одна, уже засыпанная. То есть у нас Марсово поле с двух сторон, точнее с 4 сторон было водой окружено. С той стороны канал, мойка, слева, справа каналы, а с этой стороны Нева. И Марсово поле когда-то носило имя Катькин луг. Катькин луг. Еще читал как-то, статья попадалась, что когда-то, в советские годы, когда строили, проектировали метрополитен, одна из станций метро должна была быть как раз здесь, на Марсовом поле. И это было бы логично, потому что из этой локации до ближайших метро, до ближайших станций достаточно далеко, неудобно ходить. И станция метро прям напрашивалась, но проводились исследовательские испытания, там какой грунт, там можно копать, нельзя. И оказалось, что здесь под Марсовым полем большая глиняная линза водяная. Ну и, соответственно, отказались от того, чтобы здесь сделать выход. И здесь пролеты по синей ветке, достаточно длинный, от Гостиного двора до Горьковской. И по красной ветке. Ну, она, конечно, красная более левее, более или менее левее. Там от Чернышевской, в общем, где Литейный мост. Так, а Троицкий мост окончен в 1903 году, в 9-е лето. Благополучно царствование государя-императора Николая II в бытность министра внутренних дел Плеве, главноначальником туда-сюда, туда-сюда. Да, кто-то у нас в мост врезается, в разведенный. Кто-то пытается в последние секунды перескочить, и машина падает в Неву.
Мальчик с девочкой перебежали, короче, их не успели остановить, и девочка упала. А еще на Литейном мосту, он же разводится не две как бы створки, а только одна створка поднимается, вот которая здесь с этого берега. И кто-то перед самым началом разводки, напомню, что такое Литейный мост, там по адресу Литейный проспект, дом 4, находится сейчас управление ФСБ. Некогда КГБ, а когда-то НКВД, да? Ну, то есть ФСБ, ладно, это уже в современной России было. Ну и вот кто-то перед самым разводкой моста белой краской успел во весь этот пролет нарисовать мужской детородный орган. И мост поднялся. И на черном асфальте вот этой белой краской нарисованный орган, буквально чуть ли не орган власти. Всю ночь, по-моему, нельзя опустить мост, все, там навигация, мост нельзя опускать. Все это дело фотографировалось, снималось, на этом фоне люди фоткались с таким шикарным видом. Вот такие курьезы в Петербурге творятся. Ну а мы на Марсовом поле. У нас здесь, кстати, я что-то прошел, не сказал, памятник Кутузову в образе бога войны Марса. Да, монограммы Марии Федоровны и Александра Третьего. В честь своих родителей Николай II, скажем так, мост построил, но понятно, что мост был нужен, но всегда и все в честь кого-то строили, называли. Так, тут смотрю уже, что тут люди любят останавливаться. Тут смотрю, уже к зиме, в зиму подготовили розы, высадили. Будут радовать следующим летом нас. Так, давайте с вами сейчас пройдем через центральную часть Марсового поля, через Вечный огонь. Суворов, я Кутузов сказал, да? Я оговорился, прошу прощения. Конечно, Суворов. Но в образе бога войны Марса, таком, как говорится, в греческом зале. Странно, кстати, фонари, смотрите. Прямо не историчненько. Так, давайте все эти, кто там не со стыковочки любит и меня поправлять, вы посмотрите, фонари какого цвета. Как так? И он же не один такой, не все такие вокруг здесь, вокруг Вечного огня. А когда-то вот эти вот все стеклышки были красного цвета. И фонарь становился красным, потому что бог войны и планета Марс красные. А сейчас, смотрите, они все белые. Все по периметру белые вон идут. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И только в глубине самого сада вот эти вот шарообразные фонари, они красноватого цвета. Когда-то здесь, я уже говорил, была площадь,
Здесь принимались военные парады, проводились военные смотры. Еще старее, во времена Елизаветы и Екатерины, здесь были... Это луг был, просто вот поле такое. Проводились ярмарочные гуляния всевозможные. Увеселение. Да, баллон, вы вовремя. Я уже исправился. А у папы не предусмотрено. Впереди уже в подсветке и с таким высоченным шпилем инженерный замок. Возможно, кого-то не повернет в шок, а как это сказать-то? Будете думать про одно, а говорить про другое. Это как вот у меня иногда бывает, да? Вот у нас есть Михайловский дворец и есть Михайловский замок. А это две разные вещи абсолютно. То есть у него второе название инженерный замок, потому что потом в нем, по-моему, располагались после смерти Павла там, то ли инженерные войска, то ли как. А Михайловский это во имя в общем, покровителя святого, да, там, по-моему, Михаила. А Михайловский дворец это князь Михаил из рода Романовых. Постройки еще времен, еще начала, получается, 19 века, времен Пушкина, скажем так. Из графика немного выбились. Да, уже об этом писали, выбились, сильно выбились. Уже 3 часа идем. Но мы на финишной прямой. Вот мы сейчас выходим на Садовую. И по Садовой буквально несколько минут, и мы окажемся снова у Гостиных дворов. Вообще, мне помнится, здесь раньше пионы росли. Я вот сейчас не знаю, что тут насажали, как будто бы розы свежие навтыкивали. А вообще здесь пионы все лето цвели на Марсовом поле много лет. Вот, Юрий, здравствуйте. Юрий у нас проконсультировал только что. Так, нам надо здесь успеть на зеленый перебежать. Примечательная аллея, но не сегодня, не сейчас, не в это время года, а летом или осенью. Вот эти деревья так подстрижены, что когда на них будут листья, это аллея сердец. Здесь такое сердце будет виднеться. Так вот выстрижены эти деревья. Имейте в виду, если видели фотографии, но не знали, где это здесь. Мы тут недалеко от Чижика-Пыжика, он буквально вот на следующем мосту.
Не просите, не пойдем. В прошлый раз там были. Стремительно темнеет. Вам на картинке, кстати, светлее все кажется. Там камера немножко высвечивает. Я бы с радостью притемнил, на самом деле. Может быть, почетче картинка бы была. Да. Тут еще из уникальностей в архитектуре. Он квадратный, ну плюс-минус, да, и он имеет 4 стороны, 4 фасада. И каждый фасад выполнен в своем стиле. Здесь мы можем насквозь пройти через сад Михайловского дворца к Спасу на Крови. Не пойдем сегодня, пойдемте дальше по Садовой. Там мы, конечно, могли выйти к Спасу на Крови и по каналу Грибоедова вернуться на Невский, и по Невскому вернуться на Гостинку. Но петля сильно уже большая. С учетом того, что мы и так уже прошли порядочно. Да, слушайте, у нас в 8 утра еще темно. И в 5 вечера уже темно. А еще только ноябрь. То есть еще с каждым днем на 3 минуты у нас долгота дня на 3 или больше, да, там сокращается. Сколько, как там бывает. Четыре, по-моему. Про Чижиков, если... Вот с подсветочкой Русский музей. Это главный корпус Русского музея, расположенный в Михайловском дворце. Из интересного про Михайловский дворец такое скажу. Опять же, легенда, не легенда, но принадлежал он ветке Романовых, ну, не царствовавших, да, но великих князей, да, Романовых, Михаилу. Ну, его потомки потом этим дворцом владели. А строился это, конечно же, когда еще крепостное право было, денег было много в казне и у княжеской семьи. К чему все веду? К тому, что уже при Николае II вот эта ветка Романовых настолько обнищала, что не было денег содержать этот дворец. И они его продали. Продали Николаю II, он его выкупил. Но продали и продали, да, но на вырученные деньги они вроде как бы купили какое-то имение где-нибудь там в Курской губернии или, ну, где-то Смоленской, ну, где-то купили имение. Ну и на оставшиеся деньги как бы дожили до революции. Но про меркантильность хотелось сказать. Они, уезжая из этого дворца, поснимали все, что можно было снять из дорогого. Латунные ручки, там, печные задвижки с дверцами, шпингалеты латунные. Короче, снимали все, что потом тоже можно еще продать сверху. Вот такая вот история. Про великих князей. Так, здесь мы уже подходим к... Или еще нет? Хотел сказать к Итальянской улице. Нет, Итальянская у нас следующая.
Слушайте, и в темное время суток Петербург прекрасен за счет своей подсветки, освещения. Слава богу. Прошли здание, в котором расположена сейчас военная комендатура. Ну вот, впереди Итальянская улица. Опять же, можно вот так вот напрямки по Садовой-то и Гостиному двору не возвращаться. А можно было или вот сейчас на Итальянской улице повернуть направо. Ну или сначала сходить налево к манежу, Манежной площади, а потом пройти направо. Там у нас площадь искусств, по-моему, да, площадь искусств и памятник Пушкину. Один из многочисленных памятников Пушкина в Петербурге на той площади. Да, имеющий интернет да обрящет. Конечно, можно и побольше информации найти. Наблюдаем новый трамвай, выполненный в ретро-стиле, в стиле таком стиляги. Скорее всего, по маршруту 3 у нас движется. Это Довлатов. Да, 3-й маршрут. Прокатитесь обязательно через весь исторический центр. От Финляндского вокзала до задворков Коломны. В самый конец Садовой. О! Винтажный магазинчик со всякой техникой. Ну вот мы буквально на Невском проспекте. Уже перед нами одним боком виднеется библиотека национальная, да, нет, не национальная, но вообще библиотека. Да, Российская национальная библиотека. Ну и стены Большого Гостиного двора пред нами. Мы стартовали с той стороны, точнее даже ближе к Думской башне. Фух, справились. Привет с Эстонии, города Таллин. Люблю погулять в Санкт-Петербурге, частенько езжу в Питер. Классно, классно. Друзья, ну вот такой маршрут
почти 3 часа, 3 часа 11 минут нам понадобилось, чтобы преодолеть его. Так, сюда хотел встать, нет. Не видно, там на дорогу выйти нельзя и не получится. Ох, вот вам один из маршрутов, который можно осуществить в Петербурге, потратив на это 3 часа своего драгоценного времени. Почему бы и да. Прошли все основные достопримечательности. Так что, думаю, что это будет целая серия таких у нас роликов, где мы с вами гуляем по пешеходным маршрутам туристическим. Но я пойду искать какую-нибудь кафешку. Возможно, здесь сейчас в брынзу в чебуречную зайду. Надо перекусить. Все. Всем пока, всем счастливо. Спасибо, что были со мной. Кто только что подписался или вдруг на канале оказался и не подписавшись, подпишитесь обязательно. Продолжаем гулять. Давайте вам немножко Невского включу. Где-то здесь неподалеку есть камера онлайн, которая показывает Невский проспект. О, видите, там газель раскачивается. Дикий народ. Что делают? Отдыхают люди.